Всем привет из Стамбула! Как у вас дела? Я недавно переехала во второй раз за 1 месяц в другую квартиру. Правда, переехала в квартиру на этажом выше, в том же здании, где я жила до этого. Это был самый легкий переезд в моей жизни. Я, кстати, переехала к женщине, к местной турчанке, у которой я раньше уже жила. Но мы тогда жили еще одним этажом выше в этом же здании. Получается, это моя третья квартира, в которой я живу в этом здании. Кстати, хочу немного рассказать о квартирах тут. Здесь квартиры, вот именно в этом доме, они все трехкомнатные. Трехкомнатные в том плане, что 3 спальни плюс зал, ну или гостиная. Здесь такие комнаты считаются как 3+1, то есть 3 комнаты и 1 зал. Это дом 5-этажный, и на каждой площадке только по 2 квартиры, и они все трехкомнатные. Вот, сегодня хочу вам показать свою комнату и немного поделиться впечатлениями с моей точки зрения о жизни в Турции, ну или в Стамбуле. Так что оставайтесь. Готовы? Идем в мою комнату. Вот она, моя комната, с которой я вам с гордостью показываю. Она, может быть, и не такая прям современного ремонта, но зато она просторная, с 2 окнами. Это фишка моей комнаты. Здесь одна маленькая кровать, стол со стульчиком и вот такой маленький шкаф. Вот, это мой рабочий стол. Этот журнал, куда я пишу, типа дневника. Это книжки для мотивации. И это документы, которые я сейчас подаю для ВНЖ. Вот что еще вам показать. Это моя багажная сумка, с которой я путешествую. Это грязная стена. Не знаю, чего она грязная. Сейчас хочу вам показать балкон, где очень много непонятно чего. Если бы я была бы хозяйкой этой квартиры, я это все куда-нибудь убрала бы. И здесь поставила бы стол со стульчиками. Вот это соседние дома. Давайте я вам покажу. Вот. Видите, тут дома обычно так близко друг к другу расположены, что окна к окнам. И поэтому они все закрывают окна шторами. И мне это как бы не нравится. Поэтому я очень рада, что у меня в какой-то степени комната имеет окна, которые не выходят почти что на окна других зданий. Вот, например, как вот это вот. Я, например, до этого, когда вот жила внизу, у меня комната была так, что окна выходили в эти вот в окна. Стены были серого цвета. И в комнате всегда было темно. Никакой свет не проходил. А здесь можно открыть шторы. И здесь всегда светло, ярко. И сегодня еще солнечно. Это прям просто невероятная погода. Так что надо будет выйти и прогуляться. Вы, наверное, заметили, у меня на кровати электрическое одеяло. Этим электрическим одеялом я пользуюсь время от времени, так как отоплением мы в этой квартире не пользуемся. Хочу рассказать про отопление в Турции. Здесь самый распространенный вид отопления – это догалгаз, что в переводе на русский язык означает природный газ, и соба, что означает печка. Она также бывает и электрическая. В тех квартирах, где отопление идет за счет догалгаза, природного газа, есть бойлер. Этот бойлер регулирует температуру по всей квартире. Включение отопления, регулировка температуры, все это делается с помощью панелей на бойлере. А в этом бойлере, в этой квартире, есть какие-то неполадки. После того, как включить этот бойлер, он автоматически выключается через какое-то время. Этот бойлер также греет и воду в квартире. То есть, получается, нам каждый раз нужно включить бойлер заранее, перед тем, как принять душ. Вот так немного неудобно получается. Здесь отопление не дешевое удовольствие. Оно намного дороже, чем в Казахстане, допустим. Поэтому здесь люди отопление не включают во всех комнатах. Они включают только в тех комнатах, где они сами находятся. И если они, например, уходят на работу,
то они утром выключают отопление и включают только вечером, когда они приходят. Например, в Англии, в том городе, где я жила, Колчестер, там была такая же схема. Тоже был бойлер в каждой квартире, и мы тоже включали непосредственно, когда им пользовались. Так вот немного неудобно получается. Поэтому я решила пользоваться со своим электрическим одеялом, который хорошо выполняет свои функции. Я иногда им обматываюсь, когда сижу, работаю за компьютером. Вот. И получается очень даже экономно. Продолжу свой рассказ на улице. Я обычно стараюсь выходить на улицу на прогулку в те дни, когда у меня нет тренировок. Я обычно хожу на прогулку на набережную, но сегодня очень ветер сильный, поэтому я не рискую туда идти. Посижу тут, в местном парке. Покажу вам. И вот, записалась я недавно в фитнес-зал. Там у нас есть групповые занятия. Я хожу на зумбу и на экстрим воркаут. Зумба элементами танца. И еще хожу в тренажерный зал. Я впервые в жизни начала ходить в тренажерный зал, потому что решила, что мне все-таки надо качать мышцы. Ну вот, точнее, не надо набирать мышечную массу. Так я до этого занималась дома. В этот раз решила записаться в спортзал, потому что в том месте, где я жила, не было места для занятий. Так, хочу вам рассказать, как я нашла этот спортзал. Здесь в Турции есть такая фишка, что когда вы звоните, допустим, в спортзал или салон красоты, и спрашиваете стоимость той или иной услуги или продукта, они вам сумму не называют по телефону. Они так и говорят: мы по телефону не говорим сумму. Вы приходите к нам, и мы с вами поговорим, обсудим лицом к лицу. Ну, я пошла в спортзал. Кстати, ходила в несколько, чтобы сравнить и узнать среднерыночную цену. Потому что когда вы к ним ходите, они вам прайс-лист не показывают обычно. Они вам устно называют сумму, и если клиент соглашается, то он покупает услугу по этой цене, завышенной цене. А если клиент торгуется, то, скорее всего, он сможет купить по среднерыночной цене. Ну, мне этот пункт, если честно, не очень нравится. Мне хочется, чтобы где-то было написано по черному, по белому, чтобы прайс-лист, по которому вы, если согласны, покупайте, если нет, нет. А вот торговаться каждый раз неудобно, и я, кстати, очень часто попадаюсь в эту удачу. Например, в прошлый раз решила купить свежий и взяла 100 граммов, а они из меня взяли двукратную цену. Вот так вот. И таких случаев тут очень много, поэтому нужно быть предельно осторожными. Теперь по поводу поиска работы. Я уже подправляла свое резюме во множество компаний через сайт карьерный, а также искала вакансии через сайт sahidenden.net. Но мне только позвонили только из одной компании, это был Центр английского языка, и мне предложили очень-очень низкую зарплату. Я поэтому не согласилась, буду продолжать искать дальше. Скорее всего, буду отправлять это точечно по школам, посмотрим, как получится. Я сама до этого раньше работала здесь, в русской школе, где я преподавала математику и информатику. Вообще, хотелось бы, конечно, найти работу по специальности, но как вот люди местные и приезжие говорят, что найти работу по специальности очень тяжело, потому что такие рабочие места сохранены за местными людьми, либо же они могут принять высококвалифицированного специалиста из таких стран, как Америки или Европы. А людей из стран СНГ они здесь не очень любят. И здесь очень много иностранцев, и репутация не очень хорошая. Это, конечно, странно, что эти самые женщины иностранцы не советуют связываться с местными мужчинами, потому что аферистов очень много. Если даже не аферист, то, скорее всего, он
Так что здесь надо быть очень осторожным, если вы собираетесь сюда приехать. И еще следующий момент, который я хотела отметить, это любопытство местных людей. Здесь считается вполне нормальным задавать вопросы личного характера абсолютно незнакомому человеку, которого они видят впервые в жизни. Например, в парке или в магазине вы случайно столкнулись с кем-то и разговорились. И тут шквал вопросов вам обеспечен. Они могут спросить, откуда вы, сколько вам лет, замужем, не замужем. Я про себя думаю, когда мне задают этот вопрос. Я же не просила вам найти мне жениха. Так зачем вы интересуетесь моим семейным статусом, да? Я же пришла там в магазин купить картошку, например. Вот, и потом еще спросят, если не замужем, работаешь, не работаешь, если не работаешь, то кто тебя обеспечивает, если говоришь, что я сама себя обеспечиваю, то говорят, а как ты сама себя обеспечиваешь, если ты не работаешь? Вот такие вот вопросы. Причем такие вопросы могут задавать абсолютно все. Для того, чтобы поддержать разговор, они задают такие вопросы. И это считается чем-то нормальным, скорее всего. Я точно не знаю, но судя по тому, что очень часто мне задают такие вопросы, скорее всего, это нормально. Здешняя погода, природа, атмосфера, и красивые уютные кафешки, вкусная еда, сочные овощи, фрукты перевешивают все недостатки. И здесь жить очень-очень даже приятно, хорошо, то есть спокойно здесь, как бы меньше стресса, как будто бы, по крайней мере для меня. Кстати, хочу вам показать дом, в котором я живу снаружи, и показать спортзал, в который я хожу. Правда, спортзал я покажу вам издалека. Видите, синие высокие дома необычной формы. Там сверху написано ЯП, короче говоря. Вот эти синие дома, это Сите называется, то есть резиденция. У них внизу находится спортзал, фитнес. Там еще и сауна есть. Все это в пакете. Вот я хожу туда. Я думаю, что по очень хорошей выгодной цене. И здесь справа всякие магазинчики, лавчики. Вот, видите, шок-магазин. Я живу тут, сверху, здесь, на верхних этажах. Надеюсь, вам понравилось видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем вам хотелось бы, чтобы было следующее видео. Кстати, я еще обещала сделать видео по ВНЖ. Я это видео сделаю после того, как уже получу документы. А пока что... Пока-пока. Если вам понравилось видео, делитесь им и подписывайтесь на канал. До следующей встречи. Пока-пока. Біздің жағалауын жағалаймын мұз болса, көкбестіні тағалаймын. Үш топтан таңдап алған қамажайым өзіңді, 90 қызға бағалаймын.